Всем привет! Это канал Wild Rift Time, и вы смотрите обзор чемпиона по имени Люкс. Это довольно недооцененный герой, который в одно время служит неплохим саппортом, так и магом с большим уроном. В этом гайде мы рассмотрим умения, сборку и тактику игры за Люкс. Ну а прежде чем мы начнем, подписывайся на канал и прожимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Устраивайся поудобнее, мы начинаем. Люкс — это одновременно маг и герой поддержки. В сборке на урон он показывает огромный потенциал. Люкс может некоторых противников снести за пару секунд при правильном прожатии умений. Что же она из себя представляет? Сейчас все разберем. Начнем, как всегда, с умений. Пассивное умение — иллюминация. При нанесении урона противнику Люкс накладывает иллюминацию на 5 секунд, благодаря которой следующая атака нанесет повышенный урон и еще дополнительно урон магии. Первое умение – сковывание света. Этот навык многие противники не любят, так как Люкс выпускает сгусток света, который на 2 секунды обездвиживает двух противников и наносит урон. Вместе с ультой это мега круто, но об этом позже. Второй навык – призматический жезл. Это наш саппорт. Люкс бросает свой жезл и на 3 секунды всех союзников на своем пути ограждает щитом. При этом жезл, возвращаясь к Люкс на обратном пути, повторно ограждает щитом, усиливая эффект щита. Говоря простым языком, наложить щит можно 2 раза, когда выпускаешь жезл и когда он летит обратно. Третий навык – светящаяся сингулярность. Небольшой контроль с нашей стороны. Люкс создает область света, которая замедляет противников на 30% и через 5 секунд взрывается, нанеся урон. Также при повторном нажатии можно взорвать область раньше. К примеру, если вы видите, что противник уже выходит за область. И наконец наш ультимейт – последняя искра. Люкс выпускает луч света, который наносит урон всем на своем пути. Минус этого умения в том, что на его время нужна подготовка. Но так как у нас есть первый навык, где на 2 секунды мы сковываем врага, это не проблема, если, конечно, противник не использует скачок. Разберем это в тактике. Теперь рассмотрим заклинание. Здесь, на мой взгляд, единственным выбором будет скачок и воспламенение. Руны я использую через пушинку, так как лишний урон и саппорт на союзника нам не помешает. Также беру жестокость, восстановление и поток маны, ведь мана — это наше все. И теперь сборка. Моя сборка заточена на максимальный урон, а точнее на увеличение силы умений. А при этом растет не только урон, но и наш саппорт. Первый предмет — эхо Людена. Увеличение урона, маны и скорости умений. Пробужденный пожиратель душ. Практически аналог предыдущего предмета. Ионийский проторемень. Увеличивает нашу мобильность. Смертельная шляпа Рабадона. Увеличение наших умений. Морилономикон. Увеличивает наше здоровье и силу умений. И последний предмет – посох бездны. Также увеличивает наши умения. Теперь рассмотрим тактику за этого героя. Этот герой спокойно стоит на соло-линии, так как есть контроль и большой урон. Но важно понимать, как работают скиллы этого чемпиона, потому что неправильное их использование вообще не принесет результата. К примеру, ульта без первой способности будет малоэффективна, вы будете промазывать, а первая способность сама по себе наносит не так много урона. Как же нам бить? Если мы выходим в бой 1 на 1, тут все просто. Стреляем первым навыком, главное не попасть по миньонам, иначе будет все зря. После того, как вы обездвижили противника, сразу используем ульту. Если против вас маг, то вы уже снесете половину здоровья, а то и больше. Затем сразу кидаем третий навык противнику под ноги, тем самым замедляя его. И перед тем, как он выбежит из зоны, взрываем ее. Дальше остается добить автоатакой. А вероятно, у вас уже откатится первая способность, и вы добьете ей. Также, если цель особо жирная, то после использования третьего навыка можно кинуть на цель воспламенение. Второй навык используем для защиты себя от урона по возможности. Это что касается сражения 1 на 1. Но если же вы в толпе, важно использовать второй навык для саппорта союзников по КД. Кидать свою замедлялку под ноги противникам и убегающие цели сковывать первым навыком. Ультимейт используйте тогда, когда вы уверены, что цель не убежит. В общем, поиграв за Люкс, у меня остались положительные эмоции. Довольно интересная игра за этого героя. Всем советую попробовать. На этом все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайки под видео и пишите свои комментарии. Удачных всем сражений и до скорых встреч!